Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем курс истории Древней Церкви. Тема сегодняшнего занятия – ереси и расколы в Древней Церкви. Для начала давайте определимся с тем, что такое расколы, что такое ереси, чем они отличаются и каково их внутреннее содержание. Итак, ересь мы называем ересью явление, когда тот или иной мыслитель, богослов, христианин сознательно искажает христианское вероучение таким образом, что в результате оно нарушается в своей целостности, нарушается ее внутреннее благочестие, святость и в том числе важные спасительные для человека моменты. Ересь – это искажение христианской веры. Что касается расколов, то это явление совершенно иного порядка. Расколы не связаны с догматами. Расколы являются дисциплинарным нарушением, выходом из-под власти правящего епископа или из-под власти в церкви вообще. Раскол никогда не связан с желанием исказить имеющиеся истины христианства. Расколы чаще всего связаны с неприятием той установленной по канонам власти, которая в церкви существует, и желание ее сместить, убрать или отделиться. Собственно, в корне слова «раскол» у нас стоит слово «скол», то есть некий осколок, отделение от основной ветви канонической церкви. Таким образом, расколы связаны исключительно с дисциплиной, то есть с поведенческими принципами жизни того или иного члена церкви. Так мы их разделяем. Расколы – нарушение дисциплины, ереси – нарушение установленной веры. Для ранней церкви, для древней церкви явление расколов и ересей – некий такой неизбежный путь становления, потому что церковь только-только формировала свои институты власти, институты управления, и более того, именно в эпоху гонений начинала постепенно формировать свое вероучение, и даже еще не сформулировала таким образом, чтобы оно было универсальным для всех христиан. И именно поэтому ереси и расколы ранней церкви, они заметно отличаются от того, что мы с вами увидим в последующие века, когда ереси будут уже очень сложными такими системами, которые вроде бы повторяют христианское вероучение, но немного его искажают в каких-то очень важных, ключевых для нас моментах. Ереси ранних веков, ранней христианской церкви, они носят такой уникальный характер и состоят прежде всего в том, не как искажается содержание вероучения, а как это вероучение, как вообще представление христианства в мире воспринимается самим еретиком. То есть смысл ереси в ранней церкви состоит не прям в буквальном искажении, как это мы видим позже, уже имеющегося вероучения, а интерпретации христианства в целом. Вот в этом суть раннехристианских ересей. Изменение интерпретации христианства, его содержание того, что было на тот момент, даже не искажение, а именно новое преподнесение, новое представление о христианстве, которое ничего общего, как правило, с христианством не имело. Каковы были источники вот таких ересей? Ну, прежде всего, иудейская вера. Мы знаем, что были, к примеру, такие еретики, которые называли себя ивионитами. Они занимались тем, что по-другому, совершенно иначе передавали суть христианской веры и основывались исключительно на ветхозаветном учении. Они не хотели принимать Мессию таковым, каким он был. Они не хотели принимать Мессию таким, каким он был. Они желали привнести в христианство
как можно больше иудейских традиций и вероучительных истин. Они отрицали часто и божество Иисуса Христа, они отрицали его мессианское достоинство, то есть не видели в нем мессию. Они требовали от своих последователей строгого соблюдения Моисеева закона. На одной из прошлых лекций мы говорили с вами о Первом апостольском соборе, на котором апостолы договорились о том, что каждый, кто хочет стать христианином, не обязан соблюдать Моисеев закон, потому что христианство – нечто новое, свободное от закона, как говорил об этом апостол Павел. Но вот ивиониты, они видели в этом неправильное развитие христианства, предлагали такой путь жизни христианина, который был нераздельно связан с ветхозаветными традициями и Моисеевым законом. И здесь Моисеев закон играл ключевую роль. Мы видим вот на примере ивионитов не то чтобы искажение христианского учения, а как раз то, о чем мы говорили. Некое особенное мировоззрение и попытка вписать христианство в свои изначальные религиозные представления. В этом было их заблуждение. Это первый пример того, как выглядела ересь в Древней Церкви. Кроме ереси иудействующих, можно и так это называть, между прочим, ересь иудействующих и до сих пор время от времени всплывает в церкви. Это было и в Древней Церкви в более позднее время. Это было, кстати, и в истории Русской Православной Церкви. Мы знаем, что у нас была ересь жидовствующих, которые также были продолжателями учения о необходимости соблюдения всего Моисеевого закона. Вот, то есть это вполне распространенная для и древней, и современной церкви тенденция, которая зиждется на исключительности Ветхого Завета, на непринятии Нового Завета, на его несовершенстве и на его, как они утверждали, на его, может быть, даже и ложности, и более таком позднем происхождении, а потому неистинном. Была и другая тенденция в раннехристианской церкви. Связана она была с представлениями язычников о христианстве. Язычники таким же самым образом не принимали христианство во всем его полноте, по крайней мере, тех истин вероучительных, которые существовали, а интерпретировали и включали их в свое мировоззрение. Например, именно такими особенностями отличались гностики, так называемые гностики. Что такое гностицизм? Кто такие гностики? В корне греческого слова гностик, гнозис мы видим слово, которое переводится на русский язык как «знание». Гностики утверждали, что они обладают уникальным знанием. Знанием о том, как устроен мир, знанием о том, кем является Христос на самом деле, с их точки зрения, какую, согласно их представлению, роль он исполнял вот в своем вочеловечении, воплощении и в совершении подвигов. Мы видим, что гностики стремились Христа вписать в представление, наверное, даже исключительно философских систем. И именно вот эту роль, вот эту особенность существования и пребывания Христа на земле с точки зрения античных философов, мыслителей, они называли тайным знанием. Они говорили, что они обладают тайным знанием, которое приведет их к спасению. Часто Христос вот в таких системах, гностических, философских системах, выступал в качестве одного из промежуточных звеньев между совершенным Богом, неким абсолютом, который они ставили во главе этой системы, и человеком, который представлялся в их системах таким низшим существом. А Христос был одним из посредников или ангелов, или, может быть, даже какой-то некой силой, которая, являясь в мир, открывала людям тоже вот это самое знание и пыталась их возвысить до уровня как раз соединения с божеством. Вот такие были заблуждения, такие были ереси. Мы их все вместе объединяем
в некое общее представление гностиков, в некое общее движение гностиков. Гностицизм не всегда что-то необъяснимое в истории Древней Церкви. Чаще всего это уже устоявшаяся система. Одним из представителей такого гнозиса был известный мыслитель, деятель Древней Церкви по имени Маркион. В его системе, которая, кстати, до нас сохранилась, она была описана в источниках Древней Церкви. Вот эта его система Маркиона состояла в том, что Христос призван был освободить людей от некоего плена тела, материи, которая представлялась античным философам, в частности Маркиону, представлялась неким олицетворением зла. Вот все, что касается материального, плотского, все это есть проявление зла. И Христос, согласно представлению Маркиона, должен был людей от этого зла освобождать. И поэтому он учит о том, что необходимо возвышаться духом, да, стремиться к духовной жизни. Вот такое представление было у Маркиона. Были и еще другие еретики, не похожие на гностиков, но похожие скорее на язычников, не сумевших правильно воспринять учение о Пресвятой Троице. Конечно, мы осознаем и понимаем, что в истории Древней Церкви в эпоху гонений никакого представления завершенного и сформированного о Троице не было еще. Однако Церковь очень точно определяла, какие из триадологических идей представляют собой опасность для нее, какие из них отстоят далеко от истинного представления о Пресвятой Троице. То есть учителя Церкви прекрасно понимали, что еще предстоит это составить в некий догмат, но уже тогда они могли сказать, что то или иное воззрение различных мыслителей, античных мыслителей, все равно не соответствует ни духу Евангелия, ни некой уже складывающейся на тот момент традиции христианской мысли. И было два наиболее известных направления в такого рода ересях, которые мы называем антитринитарные ереси. Антитринитарные в переводе на русский означает ереси, направленные против догмата о Троице. И в этих ересях было всего две тенденции, которые, в принципе, нам понятны, и они очевидны, они на поверхности. Первая тенденция состояла в том, чтобы в Троице признавать только Бога Отца в качестве самостоятельного и совершенного Бога, и не признавать Господа Иисуса Христа и Святого Духа в качестве равноценных, равнозначных лиц Пресвятой Троицы. Такие ереси назывались монархианскими ересями. Суть таких монархианских ересей состояла в том, чтобы Троицу в конце концов истолковать как все-таки единицу, одну силу или одну ипостась, которая себя в разных формах проявляла. И вторая тенденция, которая была связана с таким же воззрением на Троицу, это представление о том, что божеств все-таки было три. Вот, и эти три божества, они сосуществовали, взаимно сосуществовали, не мешали друг другу или наоборот включались в какие-то противоречия друг с другом. И в этом смысле это тоже такое неправильное языческое восприятие интерпретации христианства, где нет места тонкому такому ощущению, правильному ощущению, что Троица – это единица или единица в трех ипостасях, в трех лицах. Понять это с точки зрения разумения или логики довольно сложно. И представить себе это тоже довольно сложно. И поэтому такой ограниченный языческий разум, который строился исключительно либо на единобожии, либо на многобожии, вот такую троичность Бога правильно себе представить не мог.
а раз не мог представить, не мог и правильно объяснить. И, соответственно, вот эти ереси, о которых мы с вами говорим, они были склонны именно к этим двум тенденциям. Либо умножать божества до 3, либо сливать их, соединять воедино. Были и те, как, например, известный был тоже такой еретик по имени Павел Самосадский. Этот еретик считал, что Иисус Христос вообще не является Богом ни в каком смысле, не является божеством, не обладает никакими божественными свойствами. И Иисус Христос, по мнению Павла Самосадского, был обычным человеком, которому вот некоторым таким образом таинственным были открыты истины божественного мира. Он стал обладать премудростью Божией. И этим своим обладанием он делился с остальными людьми, но сам по себе не был не то чтобы даже полноценным Богом, не был даже и посланником Божиим. Был обычным человеком, который делился божественными знаниями со всем своим миром. Были такие еретики, которые, к примеру, и мы их называем модалистами, которые представляли себе божество Троицы в виде все-таки одного Бога, который в разных образах являлся миру. Начиная с страниц Ветхого Завета, где мы видим его в виде, может быть, ангела или еще какой-то силы небесной. Вот. И на протяжении всей человеческой истории этот Бог себя в различных формах или образах являл. И тем самым, по представлению еретиков, он не был в полном смысле слова троицей, а был все-таки единицей в разных масках или в разных модусах, можно и так их называть. Так, по крайней мере, еретики называли вот эти образы явления Бога. Эти ереси отвергались церковью, отвергались отдельными епископами, поместными соборами и получали такое осуждение, благодаря которому удавалось регламентировать или держать как бы в общем таком неискаженном виде те небольшие представления о Троице, которые на тот момент сформировались. Ереси ранних веков, еще раз повторимся, ереси ранних веков представляли собой не искажение уже существующего вероучения, а скорее новую интерпретацию того, что собой представляет христианство. Язычники искажали по-своему, свою интерпретацию представляли. Иудеи искажали по-своему, свою интерпретацию представляли. Церковь отвергла эти учения как недостойные и несостоятельные. Что же касается расколов, то в Древней Церкви расколы возникали по одной простой причине. Они были тесно связанными с гонениями, которые обрушились на христианскую церковь в древности. Первые 3 века, как вы знаете, сопровождались очень серьезными гонениями со стороны и светских властей, и язычников-философов, и жрецов, и вообще в целом античного общества. И, конечно, христиане, поскольку все друг от друга отличались, кто-то был более сильный духом, кто-то более слабым, так или иначе христиане допускали в своей среде разного рода падения, то есть отречение от Христа или, например, были те, кто предавал своих друзей, выдавал в них христиан. И вот эти люди, отпавшие от христианской церкви, были в разной мере отпавшими. Кто-то сознательно и жестоко предал Христа, кто-то сделал это случайно, нехотя, кто-то проявил какую-то секундную слабость, а потом об этом очень горько сожалел. Самый яркий, наверное, разделитель между отпавшими приходится у нас на середину III века, когда, согласно эдикту Декия Траяна, христиан и вообще всех жителей империи
обязывали поголовно приносить жертвы языческим богам и изваянию самого императора. И тем, кто такие жертвы приносил, выдавали специальные справки. И в этих справках писалось, что тот или иной гражданин совершил это жертвоприношение. И многие христиане для того, чтобы отвести от себя подозрения в том, что они христиане, иногда совершали, может быть, небольшие, но все-таки преступления и тем самым отпадения от христианской веры. Они, например, либо подделывали эти справки, либо покупали их через своих каких-то знакомых, используя свои связи. И по документам выходило, что они являются отпавшими, потому что есть справка, что они принесли жертву. А они, на самом деле, может быть, этого не делали. Но так или иначе, все равно отпадение есть. А были, например, и такие христиане, которых насильно родственники, соболезнующие своим, там, может быть, детям, братьям, родителям, насильно за руки, за ноги хватали этих родственников своих, всучали им в руки жертвоприношения и подносили их к истуканам, которые олицетворяли собой языческих богов. Это тоже было, по сути, отпадение, но это было отпадение против воли самого человека. И здесь глубина его падения не так велика. Итак, мы видим, что падение христиан в результате гонений носили разный характер. Кто-то в большей мере сознательно из страха совершил действительно сам добровольно жертвоприношение. Кто-то по принуждению, кто-то по хитрости, кто-то еще по каким-то другим мотивам. И вот эта вся полнота отпавших, вот это все большинство отпавших, они после окончания гонений, после ослабления жестоких мер против христиан, желали вернуться к общинам, участвовать в богослужении. Но те из христиан, которые либо смогли перенести мучения, либо выжили, может быть, даже были покалечены, изуродованы, но не отпали от Христа, конечно, смотрели на них другими глазами. Они через эти мучения прошли полностью, пропустив через себя эти моменты унижения, боли, страданий, но сохранили в сердце Христа. И такие люди, конечно, смотрели на отпавших уже немножко другим взглядом. И в христианских общинах появилось некое напряжение, связанное с тем, что делать с отпавшими христианами, как с ними поступать. И в разных церквях поместных, в Карфагенской, в Римской, в Александрийской церквях возникли настоящие расколы. Потому что некоторые священнослужители, бывшие при этих храмах, не разделяли собственные взгляды на то, каким образом действующий законный епископ осуществлял принятие отпавших. Например, в Карфагенской церкви, где епископом был Киприан, были, по мнению раскольников, слишком мягкие меры. Хотя Киприан Карфагенский разработал целую систему принятия в церковь отпавших, которые много лет проходили различные ступени покаяния и доказывали свою верность Христу, тем самым говоря, что это падение было каким-то таким мимолетным, случайным помутнением внутреннего мира. Но и эта, на первый взгляд, вполне себе гармоничная система, она все равно для некоторых представителей священного сана выглядела недостаточно строгой. И поэтому эти священнослужители объявляли о том, что они отпадают от Киприана Карфагенского, или, если это были другие церкви, от своих епископов отпадают и не признают того или иного метода принятия в церковь отпавших. И именно в Карфагене два зачинщика этого раскола, Нават и Феликиссим, они заявили о том, что это слишком мягкие меры. Нужны меры намного более жесткие. Должны быть меры, которые не позволили бы некоторым из отпавших вообще вернуться в церковь. Эти идеи были осуждены. Карфагенская церковь объявила этих двух священнослужителей
раскольниками, и они вынуждены были искать себе последователей в других местах. Так Нават оказался в Риме, и там вскоре познакомился с еще одним раскольником, которого звали Новациан. Этот Новациан, как ни странно, исповедовал другое представление об отпавших. Он как раз был не ригористом, то есть не тем, кто усложняет или ограничивает доступ отпавших в церковь, а он был сторонником более мягких мер по отношению к ним и призывал все-таки епископа, чтобы тот принимал всех подряд. Но поскольку епископ на это не соглашался, Новациан создал собственное такое вот отделение, ответвление, раскол буквально в римской церкви, куда увлек тех, кто разделял его взгляды. Подобный раскол мы видим и в Александрийской церкви. В Александрийской церкви звено священнослужителей, выступавших за строгие меры по отношению к отпавшим, возглавил человек по имени Милетий. И вот этот милетианский раскол в Александрии, он принял долгоиграющие формы, и на протяжении многих десятилетий существовал в Александрийской церкви, и он многими воспринимался как более такая строгая форма жизни и бытия церкви. В полном смысле слова он, конечно, не был еретиком, но он был раскольником. Он нарушил церковную дисциплину, отделился от действующего законного епископа и создал свою общину, в которой были очень жесткие и строгие представления о том, как нужно принимать отпавших. Вплоть до того, что не принимать их вообще. Исходя из той идеи, что единожды предавший предаст еще много раз. После утверждения появления таких расколов на поместном уровне, то есть на поместных соборах церквей, Карфагенская или Александрийская или Римская, такие расколы были осуждены. И епископы называли раскольников уже пребывавшими вне церковного общения. И в каком-то смысле и еретикам, и раскольникам был выделен один и тот же итог их жизни. Они оказывались вне церковной ограды. Мы с вами увидели, какими были расколы и ереси в Древней Церкви, что побуждало еретиков и раскольников начинать деятельность по формированию своего либо вероучения, мировоззрения, либо своей отдельной церковной общины. Мы с вами поговорили о самых ярких ее представителях, а теперь, внимание, вопрос.